Zombie apocalypse. Здорово всем, это Неок. Сегодня у нас ластовый трек, наконец-то. Спустя... Когда я хотел их закончить? 16 июля. Вот, конечно, ютубер, блин, еще тот бол, так сказать. Но закончили, как смогли, как появилось время. Сегодня у нас Dying is Absolutely Safe. Ластовый трек, последний трек, крайний трек for those that wish to exist. Поехали, я думаю, не надо у нас тянуть, ничего, приступаем, 5-минутный трек. И потом уже как подведем в конце такой ревью альбома, такой, ну, небольшое, так что чуть-чуть побольше видео, скорее всего, будет, поэтому начинаем. 3, 2, 1, поехали. Вот это интересно, это немножко симфонических инструментов. From the cradle to the grave, destined to break like the waves. Existence is so threatening. It takes a fierce grace to crack us open. A moment's up without sentencing, and the light comes flooding in. Рекомендации справа вверху вылезли, спасибо, YouTube. Comes flooding in when the leaves fall in the spring. May all the beggars be blessed, like angels with Anatolia. We're all just doing our best, repeating there's nothing left. That's why we have the Пока похоже это, да, у нас на балладу больше такая спокойная, размеренная баллада под таким симфоническим аккомпанементом, сопровождением, скрипка или кто там играет, скорее всего. Такая успокаивающая мелодия, да, больше такая, больше на колыбельную похожа. Поэтому давайте продолжим. maybe there's virtue in emptiness, but I still drown in distress when the leaves fall in the spring. А ну-ка. А ну давай. With the ravens here to stay, and the doves all flying away. Sedation feels so Снежь. welcoming. Рекомендации справа сверху вылазит. An endless ocean, but the devils sing, and it's terrifying. What a world we're living in. Oh, we never listening when the leaves fall in the spring. May all the beggars be blessed, like angels with Anatolia. We're all just doing our best, repeating there's nothing left. That's В таких, вот именно в таких треках можно и даже от таких коллективов, как Architects, потому что мы, ну, уже весь альбом уже, можно сказать, да, просмотрели, прослушали, сделали реакции, можно уже с точностью сказать, что вот именно вот, если это финал, да, будем сказать, это как финал альбома, то нужно такой трек слушать, даже изучать именно как лирик-видео, потому прислушиваться к тексту песни это очень важно, именно вот в таком финале, в таком стиле, потому что здесь явно какой-то месседж идет, что именно даже самое название песни видно, что
И по предыдущему клипу, если они вот как расположились, как это нужно, да, по хронологии именно событий, то есть от 1, по-моему, до 16, если у нас Метеор был предыдущий, да, вот 15-й, по-моему, трек, если я не ошибаюсь, а это 16-й, там нам показали вот этот вот Метеор, а здесь у нас Dying is absolutely safe, то есть как бы должно быть связь, она должна быть, правильно? Одна часть переходит, ну, в другую, потому что, как бы, если порядок соблюдается, должна быть история, которая заканчивается и закончится. То есть, если мы предположим, что это финал альбома, а скорее всего так и есть, то это конец истории, и здесь очень важен текст песни, и нужно именно оценивать этот трек. Там, да, может он, скорее всего, понятно, что многим не зашел, потому что не стиль, потому что еще что-то там, особенно просто как идет баллада, как рассказ какой-то, но это, как по мне, это идет завершение истории во всем альбоме. И ее надо рассматривать с этой точки зрения, поэтому нужно, мне кажется, даже отдельно, если вот так брать альбомы, можно именно разбирать текст песен как лирику. Тогда вообще можно, мы свяжем вообще все эти треки альбома воедино и сделаем еще у нас будет больше, более плотная картинка и более четкое понимание вообще происходящего и именно посыла и смысла этого альбома. Поэтому как-то так. Поехали. Maybe there's virtue in emptiness, but I still drown in distress when my leaves fall in the spring. I've got a lot to lose, Да-да-да, мне кажется, так оно и but есть. I won't lie to you and make believe sincerity. I'm praying for a remedy. Below the distant blue, one day I'll die for you and swim in sweet serenity. 'Cause death is not my enemy. This is not my enemy. Есть, да, есть интересно, конечно, стороны. То есть к чему я тогда вот эту всю речь толкал, то что вот лейбл, да, в нашем случае это Epiphat Records с архитектами, он расположит треки по ну, от 1 до какого-то n числа, сколько треков в альбоме, правильно, где n количество треков в альбоме, по порядку и по смыслу, как он будет выпущен, допустим, на диске, на виниле, где они еще там только будут выпустить, ну, DVD-копия, на виниловой копии, если она таковая будет, то есть здесь такое же расположение треков один за одним, как и там, поэтому в будущем, да, допустим, или там если смотрим какие-то там альбомы на ютубе, кто-то какой-то сборник выкладывает альбомы, допустим, то есть если это не официальное, да, не официальный там какой-то лейбл или там не YouTube канал группы, то сложно будет именно найти, точнее не сложно найти, а, господи, слово, сложно будет понять структуру, то есть правильное это расположение, вот в случае расположения треков или нет, в случае таком, как в котором я это делаю, в котором я разбираю альбом, то есть трек by трек идет, то есть это очень важно по именно смыслу. Если
перемешать их, да, я думаю, картинка будет немножко другая. Именно в смысловой нагрузке альбома, посыле самого альбома. Если там, допустим, выложил какой-то там другой человек, понятно, что пытаются делать как-то, чтобы там, не знаю, чтобы там права особо не нарушить, если там выкладывать в какой-то своей конфигурации и так далее. Но можно, конечно, это все понятно. Но если разбирать альбом в точке зрения вот так вот смысла, смысловой нагрузки, посыла альбома, то лучше, конечно, брать оригинал, то есть канал или там видео именно лейбла или самих исполнителей, потому что он будет расположен трек бай трек, так как это он будет выпущен, опять же, на диске, и треки и песни, которые идут один за одним, они будут дополнять друг друга, и они будут продолжением друг друга. То есть, начиная от первой песни, как ведется интро альбома, и вот это у нас, можете считать, что Dying is Absolutely Safe, это у нас финал альбома, почему он такой вот кажется, ну, типа, немножко невнятным, немножко каким-то, ну, таким вялым каким-то, кто-то может сказать, да, ну, то есть, по сравнению с тем, что мы слушали в предыдущих этих треках, то есть, как-то так. Поэтому давайте продолжим и уже в конце подобьем еще такой небольшой итог. Хм. В принципе, все, да. Такой у нас получился альбом, финал альбома, то есть немножко неоднозначный для кого-то, потому что, опять же, можно сказать, это не их стиль, там и так далее, и тому подобное, но я уже объяснил, почему именно такая песня, такой трек, потому что связанные истории один за друг другом. Можем вспомнить Animals и тексты, слова песни, да, что там мы все We just a bunch of fucking animals, да? То есть очень сильная там смысловая нагрузка в том треке. И потом в продолжении уже мы посмотрим в Метеор, да, уже такой предпоследняя история, где люди стоят реально как bunch of fucking animals, реально. То есть просто наблюдают и просто вот такая вот история, где один человек пытается там что-то либо изменить, либо вот поломать в себе, перебороть, но потом, когда он выходит, и у нас, как говорится, история заканчивается метеором, и вот это уже как а, послесловие, можно сказать, всего альбома, что, то есть, типа, в смерти нет ничего плохого такого, типа, в переносном смысле, да, в скобочках. Такой посыл. Интересно. Интересный альбом, интересный вообще куча офигенных треков, да. То есть я бы насчет из своих топов, скорее всего, взял бы, понятно, Animals на первом месте, без вариантов. Потом, наверное, Libertine. Ой, потом, не знаю, надо смотреть вот именно Animals и Libertine для меня, ну, топ-2 так точно. Дальше надо уже смотреть, надо еще раз все пересмотреть, как бы, чтобы оценить полностью, так сказать, градацию от 1 до 15. Поэтому мой топ-2 таков. Какой ваш топ-2? Пишите в комментариях. Пишите, делитесь впечатлениями от альбома. Понятно, что альбома так вот обозревать не каждому заходит, потому что очень много похожих треков, да, потому что очень много похожих историй, мелодий, там вот эти все. То есть
Мы на протяжении всего альбома слышали, видели, что какие у них в основном эти приемы, да? То есть либо такое, у них был либо такое спокойное интро, потом переход в какой-то такой более тяжелый, динамичный куплет, и потом туда же переход в динамичный такой сильный припев, эмоциональный, или наоборот, спокойный, это самое такое сильный, динамичный, эмоциональный, ну, эмоционально нет, сильное, динамичное такое интро, переход, брейкдаун, да, в более такой лирические текста в куплетах, и потом, опять же, такой сильный туда же переход в припевы, которые вот так вот меняются, чередуются. И как бы понятно, что с точки зрения зрителя смотреть вот это вот 15 треков плюс-минус одного и того же, я не скажу, что там почти много есть треков здесь очень разного направления, да, то есть мы помним и баллады, и там один стиль, другой стиль немножко, и когда особенно вместе с какими-то другими исполнителями, да, с приглашенными артистами, то есть они еще больше дополняют, еще немножко другого стиля вносят в трек. И поэтому нельзя сказать так однозначно, что там вот это, в принципе, все плюс-минус одинаково, поэтому какой в этом интерес там обозревать весь альбом. То есть один там два трека, сразу все понятно. Ну, я с этим не соглашусь. Лично, говорю, мое мнение. Какое, может, ваше мнение? Пишите в комментариях, посмотрим, ну, поможем там пообсуждать. Вот, в принципе, как-то так, да. Крутой альбом, опять же, говорю, пересмотрите топовые листы за там альтернатив метал, особенно альтернатив метал песен за 2021 год. Вы с этого альбома, ну, до 5 песен вы точно там найдете в топ-50. Я вам гарантирую. В топ-50, даже в топ-20. До 5 нет, но две-три песни в топ-20 есть. Animals вообще в топ-5, по-моему, входит. И, по-моему, в топ-10 тоже одна из этих треков тут как минимум входит. Если не Libertine, то может кто-то еще. Поэтому альбом годный, рекомендую к прослушиванию всем. Кто любит металкор, кто любит даже метал, неважно, павер метал, просто метал мюзику, то есть очень-очень-очень сильный, хороший, именно качественный, качественно вокально, инструментально, все выполнено на высочайшем уровне. Поэтому вот, в принципе, такой альбом у нас, да, получился. Следующий у нас будет Pentakill. Я надеюсь, не разочарует меня, вас, поэтому ждали 4 года его. Напоминаю, Pentakill League of Legends группа, там, с приглашенными, в основном, раньше, по крайней мере, два предыдущих альбома Йорн Ланде, Нора Лухимо, если я правильно читаю фамилию, из вокалистов. По тизерам, по слухам, здесь в новом альбоме у нас принимает участие также еще один, то есть Йорн Ланде, один бывший участник Авантазии, а в этом альбоме у нас нынешний солист группы Авантазии принимает участие, Тобиас, забыл фамилию. То, что имя Тобиас точно помню, а вот фамилию, блин, забыл. За это я каюсь, извиняюсь. Поэтому очень будет интересно. Поэтому жду с нетерпением. Я думаю, уже сегодня у нас еще воскресенье. Со следующей недели начнем Пентакил. И плюс новинки, не забываем, там есть Papa Roach, Ice Nine Kills, я, скорее всего, тоже сделаю. Ice Nine точно сделаю. Papa Roach тоже, скорее всего, сделаю. Посмотрим, как насчет завтра. Не факт, что будет, если, опять же, могут быть какие-то там ИРЛ дела, там, которые связаны там с физической
нагрузка и так далее, то... Но, если будет время, если завтра не будет время, сделаю, если нет, то уже начиная со вторника, среды, точно пойдем по графику Пентакил плюс новинки. Поэтому с вами был это Ок. Такой у нас получился альбом архитектов. Пишите в комментариях, кому еще какой трек понравился. Пообсуждаем, подискутируем. Почему бы нет? Опять же, всем хорошего добра. Всем хорошего добра настроения, добра, здоровья. Ссылочки все социальных сетей в комментарии. YouTube, Instagram, Twitch, Telegram. Подходите, заходите, подписывайтесь. Лайки, дизлайки, что угодно. Все принимается. Пока. До следующего раза. С вами был Это Ок.